Перед вами двигатель 2.6 АБЦ с установленным впускным коллектором с изменяемой геометрией от двигателя 2.8 ААХ. Это подробный обзор для владельцев Audi с двигателем 2.6 АБЦ по переходу на впускной коллектор с изменяемой геометрией от двигателя 2.8 ААХ. Неважно, у вас сотка, 80-ка, А4 либо А6. Если у вас двигатель 2.6 АБЦ, то этот обзор для вас. Самая важная запчасть тут это впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой от двигателя 2.8 ААХ, а также вакуумная груша для управления заслонками, вакуумный аккумулятор, вакуумный актуатор. Верное название этого устройства электроклапан, но на протяжении всего ролика это будет актуатор. Желательно это все найти в сборе с одной машины. Либо если не получится, то по частям. Допустим, если вы не найдете вакуумный актуатор, есть решение и номерок на AliExpress. Если вы не найдете вакуумный аккумулятор, есть также решение, но при условии, что у вас установлен климат-контроль на машине. Также, если вы не найдете вакуумную грушу, тоже есть решение. Об этом всем немного позже. Также вам понадобится вакуумный клапан, шланг, тройнички для шланга, реле для управления заслонками, разъемчик для этого реле. Вот такой вот штуцер с резинкой. Ваши родные датчики. Это датчик температуры впускного воздуха, регулятор холостого хода. А также очень важная запчасть это переходник для регулятора холостого хода коллектор 2.8. Для того, чтобы ваш родной регулятор стал в коллектор 2.8. И уплотнительное колечко к нему. Ссылочки, номера для всех этих запчастей будут в закрепленном комментарии. Где это все взять, это не проблема. А сейчас мы подготовим впускной коллектор. Для начала мы берем верхнюю часть. Нас тут интересуют вот эти вот заслонки. Это переключение длинный впуск, короткий впуск. Вот эти дросселя закреплены на оси. Нам необходимо проверить, насколько они надежно закреплены здесь. Если какой-то из винтиков расшатался, его необходимо поджать и с обратной стороны расклепать его, чтобы он, не дай бог, не выкрутился и не упал в цилиндр. В принципе, на этом работа с верхней частью, кроме чистки, завершена. Мы ее откладываем в сторону и приступаем к работе над основной частью коллектора. Идея состоит в том, чтобы создать полную имитацию работы датчиков, так как они работают в коллекторе 2.6. Это датчик температуры впускного воздуха. Поскольку у коллектора 2.8 этого датчика нет, то и отверстия для этого датчика нет у коллектора. Мы его установим здесь, так же как он установлен в коллекторе 2.6. Мы засверлим здесь отверстие. Также нам необходимо подвести вакуум к тормозам. У коллектора 2.6 вот тут установлен штуцер. У 2.8 он не у всех есть, он тоже есть в этом же месте, только у некоторых версий. Если я не ошибаюсь, у А4-Б5 Audi здесь стоит штуцер. Если вы такой коллектор со штуцером тут не найдете, просто мы тут засверлимся, я покажу что и как, и какой штуцер сюда установить. Теперь просверлим отверстие под датчик температуры воздуха. Для этого замерим точное расположение этого датчика на коллекторе 2.6 и перенесем этот размер на коллектор 2.8. Однако с одним уточнением. Необходимо установить его так, чтобы он не мешал винтам. Для начала я взял сверло на 5 мм, потом сверло на 11 мм. После чего нарезал резьбу метчиком М12 на 1,5. То же самое мы проделываем с отверстием под вакуумный усилитель тормозов. Переносим размер с задней части коллектора 2.6
на коллектор 2,8. Сверлим отверстие сверлом 11 мм и режем резьбу метчиком М12 на 1,5. После того, как подготовили отверстие и резьбу под вакуумный усилитель тормозов, вставляем фитинг. Фитинг можно приобрести в любом магазине, где продается пневмоинструмент, либо смотрите номерок в закрепленном комментарии. Фитинг М12, либо 1/4. Также дополнительно загерметизировать фитинг можно уплотнительным колечком размера 12,42 на 1,78. Однако можно просто обойтись и герметиком. Установим регулятор холостого хода от 2,6 АБЦ в коллектор 2,8 ААХ. Для этого снимаем кронштейн регулятора холостого хода 2,8. Он нам не понадобится. Берем переходник. Пазы для уплотнительных колечек я промазал герметиком, для того, чтобы резинки не убежали, когда мы будем устанавливать переходник. Поскольку вы можете осуществлять монтаж уже на установленном на двигатель коллекторе, резинки захотят убежать. Так они приклеиваются на герметик, никуда не убегают. Берем и устанавливаем переходник. Винты для монтажа этого переходника мы используем те же самые, на которые был закреплен переходник на 2,8. Далее берем регулятор холостого хода и крепим удобной стороной. Данных переходников сделан большой резерв, хватит всем. Переходник был разработан мной, поэтому проблем не возникнет. Ссылочку, где взять, смотрите в закрепленном комментарии. Если у вас возникнут сложности с поиском вакуумной груши управления заслонками, либо с вашей грушей что-то случится, там внутри стоит мембрана, которая от времени трескается, это болезнь этой груши, то есть для этого случая решение. Это вакуумная груша Volkswagen Bora, Volkswagen Golf. Но просто так установить ее на коллектор 2,8 не получится, потому что она отличается по строению от оригинальной, а именно вот этим вот отводом для фиксации. Специально для этого я разработал кронштейн. Эта груша вставляется в кронштейн. А также винты, которыми крепилась оригинальная груша. На них необходимо использовать шайбы. Набором шайб мы компенсируем толщину. Обратите внимание, на оригинальной груше вот такая вот толщина фиксации, у кронштейна вот такая. 3-4 шайбы эту проблему решают, поскольку глубина отверстия под резьбу здесь ограничена. Необходимо компенсировать высоту. Сейчас я установлю, посмотрите. Это уже проверено 2-3 месяца я катаюсь с этой грушей. Все отлично работает. Плотно не зажимаем, чтобы потом при установке иметь возможность отрегулировать. Выставляем, чтобы все аккуратно было, чтобы заслонка была закрыта. После этого зажимаем. Ссылочка в закрепленном комментарии. На двигателе 2.8 управление заслонками происходит с помощью ЭБУ. При достижении 4100 оборотов ЭБУ отправляет сигнал на вакуумный актуатор, который в свою очередь заправляет грушей. Груша двигает заслонки. На двигателе 2.6 АБЦ этой системы нет, но ее можно реализовать с помощью реле контроля частоты. Вот так выглядит это реле. Отечественного производства. Энергомаш в городе Калуга. Его номер 364 37 87. Номерок и ссылочку, где купить, я дам в описании. Схематично изобразил. Вот это реле.
5 контактов. Основные контакты питания плюс-минус. Это контакты реле, то есть контакт, который реле будет передавать. И центральный контакт И, самый основной, на него будет приходить сигнал, то есть наши обороты. Вот я изобразил схематично приборку, колодку приборки. Зеленый разъем. Нам нужен с этого разъема 12 пин. На 12 пин с датчика оборотов двигателя приходит сигнал. Этот сигнал мы как раз возьмем и отправим на реле контроля частоты. Сняли приборку, нашли зеленый разъем. Нам необходим 12 пин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. То есть вот этот вот пин задействован для сигнала на реле. Но тут не видно, какой это провод. Достаем колодку, берем маленькую отверточку. Сначала разъединяем так, потом просто выталкиваем. Все, достали. Переворачиваем, смотрим. Вот наш 12-й, предпоследний. Идет зеленый провод. Вот таким образом я к нему подключился. Бело-голубой провод. Это у нас 12 пин. Пошел на центральный сигнал нашего реле, контакт И. Дальше обратно все собираем. Запитывается реле контроля частоты из колодки, которая в ногах водителя. Я это реализовал с помощью 15 контакта. На него попадает плюс при включении зажигания. Сняли перчаточный ящик. Находим нижнюю колодку контактов. Нам необходим второй контакт. Это контакт под номером 15. По-моему, так. У меня, к сожалению, табличка не сохранилась. Нам необходимо взять этот контакт и протянуть его к 15 контакту реле контроля частоты, а также к 30 контакту, предварительно установив здесь предохранитель. Также мы берем с левой стойки, с болта, тянем минус к реле контроля частоты, к 31 контакту. И совместно с 87 контактом мы тянем минус, то есть 87 это плюс от реле контроля частоты. Вместе с минусом с левой стойки мы тянем в капот два провода к вакуумному актуатору груши заслонок. Протянуть это несложно. Находим какое-нибудь отверстие там. Я использовал вон то верхнее, где красный и желтый провод. И с помощью проволоки это отверстие, по-моему, выходит под вакуумным усилителем тормозов. И протягиваем туда эти два провода. Обязательно ставим предохранитель на эту цепь, чтобы при коротком замыкании, ну неважно, что там случится, у нас не загорелась машина, не горела проводка. 15 контакт мы отправляем на 15 контакт реле. Это основной плюс питания реле. И на 30 контакт. Мы его будем передавать на актуатор вакуумной груши, на 87. Он будет замыкаться при достижении 4100 оборотов. Минус берем в ногах водителя тоже на левой стойке. Минус необходимо отправить на 31 контакт реле. Вот он пошел. И на вакуумный актуатор груши заслонок, который находится в капоте. Вот этот актуатор. Питание на актуатор плюс будет приходить при достижении 4100 оборотов с 87 контакта реле контроля частоты. Объясняю, как работает это реле. У него есть диапазон. Частота включения, частота выключения. Необходимо его настроить так, чтобы при достижении 4000 оборотов реле замкнулось. То есть передало наш плюс от 15 контакта плюсового. В данном случае он приходит на 30 реле. Передало плюс на 87. Сработало питание актуатора. И актуатор двинул заслонки. Мы настраиваем частоту включения 4000 оборотов. Можно 4100. Но я вычислил, что на 4000 лучше работает. А частота выключения должна быть меньше этой цифры. То есть смотрите, обороты пошли вверх. Мы достигли 4000 оборотов.
заслонка включилась. Сработал контакт. Когда мы уходим обратно, обороты падают, реле надо выключить. Цифра должна быть обязательно меньше, где-то 3900 оборотов. То есть это простая арифметика работы этого реле. Должно быть окно. Дальше я покажу, как его подключить. Покупается вот такая вот колодка под реле, пятиконтактная, вазовская. Подключаем. Но для того, чтобы установить удобно было, нужно сделать пару надпилов. Вот, посмотрите, таким образом. Расстояние надпила примерно 3 мм. С двух сторон делаем этот надпил. И колодка отлично становится в блок под капотом. Обратите внимание, надпилы под углом. Это сделано специально для фиксации в этих скобках. И все, колодка зафиксирована. А теперь приступим к подключению вакуумных магистралей. Для многих это темный лес, но здесь все просто. Я попытаюсь это максимально подробно рассказать. Сначала я покажу, что и куда подключить, а потом расскажу, как это все работает. Вот этот штуцер мы будем использовать как основной источник вакуума. К нему мы подключим нашу магистраль через тройник. У тройника 3 выхода. Первый мы будем использовать для подключения магистрали. Второй для регулятора давления в топливной рампе. И третий пойдет у нас на нашу магистраль для груши. Но на пути этой магистрали необходимо поставить обратный клапан, который будет пропускать воздух только в одном направлении. Слева направо. Это обязательное условие для того, чтобы вакуум постоянно присутствовал в вакуумном аккумуляторе и поступал на нашу грушу. Далее через тройник мы соединяем этот клапан с вакуумным аккумулятором и с вакуумным актуатором. Как правильно подключить вакуумный актуатор? В выключенном состоянии вакуумный актуатор имеет свободный вход воздуха от одного отвода ко второму. Грушу необходимо подключить к тому отводу, который свободно дуется в выключенном состоянии. А магистраль вакуумного аккумулятора необходимо подключить к тому отводу, который не продувается ни в одну из сторон в выключенном состоянии. Третий отвод должен быть свободен. Во включенном состоянии, когда вакуумный актуатор работает, вот этот отвод глушится, то есть воздух ни туда, ни сюда не ходит, а вот этот канал открывается. То есть от вакуумного аккумулятора поступает вакуум к вакуумной груше, и вакуумная груша двигает наши заслонки. И последнее, что нам необходимо будет подключить, это вакуумную трубку с мозгов. Она дает сигнал разрежения текущем в отпускном коллекторе на мозги. У коллектора 2.6 в этом месте есть штуцер специальный для этой трубки. Она подключена сюда. Но у 2.8 этого штуцера нет. Я предлагаю два варианта для подключения этого отвода. Либо мы сюда устанавливаем вместо тройника разветвитель на 4 ввода и подключаем сюда штуцер на мозги. Либо мы используем с левой части дроссельной заслонки вот этот штуцер для подключения вакуумной трубки. По умолчанию этот штуцер используется для вентиляции картерных газов в левой голове и работает только на холостых оборотах. Как это работает? Вот наш шумоглушитель. У шумоглушителя есть отвод нижний. Здесь установлена вакуумная мембрана, которая открывается на холостых оборотах. То есть во впускном коллекторе есть разрежение на холостых оборотах. Клапан открылся. И с помощью этого штуцера вакуумным разрежением отбираем газы с левой головы. Как только мы поехали, эта система уже не работает. Однако посмотрите на этот колпачок. Это заводское решение. Его глушат на заводе, от него позже отказались. По той причине, что через буквально несколько лет эксплуатации вот этот вот грибок пересыхает и перестает работать. Представляете, там постоянно масло-бензиновая смесь. Он перестает функционировать сразу же. Как таковых ремкомплектов я не нашел. Какие-то колхозные решения с помощью докторской перчатки. То есть это точно не будет работать. Ну, раз заглушили на заводе, значит это и правильно.
И я решил использовать этот отвод для подключения вакуумной трубки на мозги. Все прекрасно работает. Вы можете сказать, что есть какая-то разница. Отсюда брать вакуум или отсюда. Вакуум — это такая вещь, как электричество. Он работает моментально. Он не может возникнуть в этой части коллектора и через 5 секунд здесь, либо через секунду. Если он тут возник сейчас же он возникнет и здесь. Поэтому особой разницы нет. Или здесь вы возьмете вакуум на мозги, либо здесь. Мне лично было удобнее сделать это тут. Но выбор за вами. А теперь я расскажу о том, как это все функционирует. Когда у вас двигатель работает на холостых оборотах, то есть газ отпущен, дроссельная заслонка закрыта, в выпускном коллекторе создается разрежение. А разрежение — это основной источник вакуума. Вакуум мы берем с помощью этого штуцера, отправляем его на регулятор давления топлива в топливной рампе и отправляем в нашу систему. Систему вакуумная груша, вакуумный аккумулятор. На пути этой системы от впускного коллектора стоит обратный клапан. Многие скажут, для чего это все нужно. Можно выбросить вакуумный аккумулятор, выбросить вакуумный клапан и соединить напрямую грушу со впускным коллектором, то есть с нашим источником вакуума. И все будет работать. Нет, работать это не будет, и вот почему. Разрежение присутствует в выпускном коллекторе только на холостых оборотах. Как только вы поехали, скажем, едем 1000 оборотов, там уже минимальное разрежение. Когда вы приблизитесь к 4000 оборотов, когда уже пора включать вакуумный актуатор, то у вас попросту ничего не сработает. Потому что в выпускном коллекторе не будет разрежения. Не будет силы, которая начнет двигать нашу грушу. То есть вакуумный актуатор включится, разрежения нет и заслонки не переключатся. А в том случае, когда у нас будет установлен вакуумный отсекатель, то есть он не позволит выходу вакуума из этой системы, в вакуумном аккумуляторе всегда есть вакуум. Потому что его выходу будет препятствовать этот клапан. И когда мы приблизимся к 4000 оборотам, тут вакуума нет, тут вакуума нет, а вот здесь и в этой системе он есть, в этой магистрали. Вакуумный актуатор сработал, заслонки открылись. Вы отпустили педаль газа, обороты упали ниже 4000. Воздух вышел с помощью этой магистрали сюда. Но вакуумный актуатор большой. Сравните его по объему. То есть вам не обязательно приближаться к холостым оборотам для каждого включения вакуумной груши. Запаса этого аккумулятора хватит на 4-5 включений груши. А там, как только вы подойдете к холостым оборотам, система заново наполнится вакуумом, и все имеет замкнутый цикл. Также я не рассказал, куда подключить вакуумный актуатор и с помощью чего. Подключать мы его будем с помощью вот такого разъемчика двухконтактного. Вот на схеме этот разъем изображен, вспоминайте. Номерок этого разъема смотрите в закрепленном комментарии. И он подключается очень просто к вакуумному актуатору. Куда закрепить вакуумный актуатор, это уже каждый должен сам для себя решить. Я его закрепил за отливку под клапан EGR. Система EGR есть не на всех коллекторах 2.8. В этом варианте его нет. Даже если у вас вариант с системой EGR, смело выкидывайте. Она нужна только для экологии. Она никаким образом не влияет на работу системы. Клапан выкинули отсюда, заглушили все и примотали сюда вакуумный актуатор. Если у вас есть клапан EGR, тут будут отверстия под винты. Можно будет даже закрепить с помощью винтов. Рассказываю, что делать, если у вас нет вакуумного аккумулятора, но установлен климат-контроль. В нормальном порядке у климат-контроля присутствует вакуумный аккумулятор. Также присутствует обратный клапан. Идея состоит в том, чтобы взять вакуум с этого аккумулятора и отправить его на наш вакуумный актуатор. Для этого мы берем тройник, берем вот этот вот отвод. Здесь постоянно присутствует вакуум. Это выход со впускного коллектора. Сюда он поступает. Создается вакуум с помощью этого отвода. А это уже
идет на нашу систему управления климат-контролем. Мы просто подключаем сюда тройник, а третий выход отправляем на вакуумный актуатор. Все. А теперь настроим реле контроля частоты. В реле контроля частоты есть два параметра: частота включения и частота выключения. Для начала снимем защитные колпачки. Этими параметрами мы задаем амплитуду, в которой работает реле. Оба параметра крутим на 0 с помощью отверточки оборотами влево против часовой стрелки до характерных щелчков. Эти щелчки означают, что параметр в нуле. Выставим шляпку горизонтально, чтобы удобнее было потом крутить. То же самое делаем с частотой выключения. Вот наши щелчки. Выставили горизонтально. Теперь нам необходимо каждый параметр выкрутить по 3 оборота по часовой стрелке, по 3 оборота вправо. Берем частоту включения, делаем 3 оборота. Раз, два, три. То же самое делаем с частотой выключения. Раз, два, три. Теперь нам необходимо словить моргающий светодиод. Этот светодиод говорит о том, что оба параметра равны между собой. Берем частоту выключения и доворачиваем примерно по 10 градусов. Все, поймали. Теперь мы запустим автомобиль и будем ловить частоту включения нашего реле. То есть мы должны докрутить его до такой степени по часовой стрелке, чтобы у нас на 4000 оборотах загорелся светодиод. Это будет свидетельствовать о том, что наше реле включилось и вакуумный актуатор сработал. Запускаем автомобиль. И примерно по половине оборота делаем и проверяем. Полоборота сделали, газуем. На 3000 включилось реле. Делаем где-то четверть оборота. На 3800 включилось. Делаем еще четверть оборота. И буквально 10 градусов добавим. Тысячи оборотов, наше реле включается. Теперь частотой выключения резистором мы пододвигаем до того момента, пока не заморгает светодиод у реле. Плавными оборотами по часовой стрелке. Светодиод заморгал, значит параметры равны. Теперь нам необходимо открутить на полоборота, можно даже попробовать на четверть, частоту выключения влево. Этим мы сдвинем обороты до 3800 ориентировочно. Реле погасло. Добавим еще градусов 15 против часовой стрелки. Проверяем. Тысячи включения произошло. 3900 примерно выключилось. В принципе, нормально. Если вам сложно с этой настройкой, в закрепленном комментарии будет ссылочка на реле с предустановкой включения 4000 оборотов, выключения 3900. Его можно будет заказать и установить без предварительной настройки. Перед вами двигатель 2.6 АБЦ с установленным впускным коллектором с изменяемой геометрией от двигателя 2.8 ААХ. Еще раз пройдусь по некоторым моментам. Обратите внимание, вакуумная груша, вакуумный электроклапан. Он установлен на месте EGR, прикручен винтами туда, куда был прикручен клапан EGR. Вот мои вакуумные магистрали, источник вакуума, регулятор давления топлива и на вакуумный аккумулятор.
регулятор холостого хода, переходник под регулятор холостого хода, разъем датчика температуры, вот сам датчик температуры. А у меня в руках длинный болт. Его также необходимо будет приобрести и установить напускной коллектор. Коллектор 2,6 АБЦ крепится на два длинных винта. 2,8 ААХ крепится на 3 болта. А чтобы это все красиво выглядело, нужна будет крышка. Крышка от двигателя 2,8. Поскольку верха коллекторов разные, отливка отличается и крышка от 2,6 не подойдет. А в следующем видео расскажу о том, как изменится поведение вашего двигателя с этим коллектором, какие будут у вас ощущения, что будет с расходом топлива, что будете чувствовать на разных оборотах и так далее.